Цветочек у нас объемный, многослойный, состоит из 3 слоев. Первый слой у нас с серединкой в виде гвоздички махровой. Второй слой это у нас лепесточки, 5 лепестков, а третий слой 7 лепестков. Все 3 слоя вяжутся отдельно и затем уже сшиваются или связываются. Первый слой у нас похож на гвоздичку. У него есть такая контрастная серединка маленькая и объемные лепесточки сплошные. Сначала вяжем основу для цветка. Первая самая у нас будет небольшая серединка, миллиметров 5. Для нее набираем 5-6 воздушных петелек, образуем из них кольцо и затем обвязывать будем столбиками без накида в несколько слоев. Конец нити обвязываем столбиками. Связали первый ряд, затем обвязываем поверх второй ряд. Стараемся обвязывать очень плотно, но не стягиваем. Постепенно кольцо сужается у нас. Стараемся вязать очень плотно, не стягивая к середине, так как нам нужна выпуклость равномерная с обеих сторон, что с лицевой, что с изнаночной. По мере необходимости расправляем, чтобы не стянуть к середине. Серединка у нас получается равномерно выпуклая. Кроме серединки нам нужно еще провязать основу для прикрепления следующих слоев листочков. Кроме этого нам нужно будет за что-то цепляться. Вот за эти передние дуги мы будем цеплять серединку в виде гвоздички, а основу мы будем обвязывать за заднюю дугу. Получится у нас еще дополнительных 3 ряда, но уже вяжем мы вот таким образом. То есть из одной петли провязываем 2 столбика без накида, затем провязываем парочку столбиков без накида, но из каждой уже петли. Снова из одной петли провяжем 2 столбика. То есть нам нужно, чтобы наша серединка была плоской. Обратите внимание, вот цепляться будем за эти дуги и за эти. Это у нас для гвоздички. Сейчас нам нужно будет провязать для прикрепления основания 2 слоев следующих лепестков. Также обвязываем за заднюю стенку. Иногда мы из одной петли провязываем по 2 столбика без накида, иногда по одному. Смотрим, чтобы у нас не фалдило, но и не стягивало, и сама основа была плоской. Провязали мы 3 ряда. Получилась у нас такая основа для цветка. Серединка, потом мы ее обвяжем в виде гвоздички, и остается место для прикрепления лепестков. Нить можно оставить для обвязки гвоздички, но она мне будет мешать, я поэтому ее все-таки обрежу и спрячу. Дальше мы будем обвязывать нитью бордового цвета серединку в виде гвоздички. Отгибаем лишнее, чтобы нам не мешалось, освобождаем ряд, за который будем прикреплять. За самую первую свободную дугу прикрепляем.
Делаем подъем из 4-5 воздушных петелек, зависит от вашей плотности вязания. И затем будем вязать таким образом: из каждой петельки по 3 столбика с 4 накидами. Между каждым столбиком будем провязывать воздушную петельку. Провязываем столбик с 4 накидами и сразу же воздушную петельку. При желании можно добавить дополнительный объем гвоздички и вязать из некоторых петелек не по 3, а по 4 столбика. Внешняя сторона лепестка должна быть намного шире, чем у самой серединки, чтобы гвоздичка у нас была красивая, пышная, объемная. Обратите внимание, что когда мы провязали первый ряд, мы его между собой не соединяем, а будем продолжать вязать второй ряд по спирали. Второй ряд вяжем по спирали. Обратите внимание, что цепляемся мы за переднюю дугу петельки следующего ряда. Они у нас остались благодаря тому, что когда мы вязали основу, то мы цеплялись за заднюю дугу, а теперь за переднюю будем привязывать лепесточки. Второй ряд вяжем точно так же. Столбики с 4 накидами, и из каждой петли по 3 столбика, и между столбиками обязательно по воздушной петле. Провязываем 2 ряда, и у нас еще остается с изнаночной стороны основа для прикрепления следующих слоев лепесточков. Это у нас связался первый слой цветочка. Сейчас нам нужно будет еще его обвязать контрастной нитью по краю. Обвязывать мы будем зигзагом за заднюю дугу каждой петельки. Под зигзагом я имею в виду чередование воздушной петли и соединительной. То есть мы соединительная, затем воздушная, обязательно к следующей снова соединительная и снова воздушной. Получается такая пышненькая обвязка. И она еще больше расширит внешний край этого лепестка.
Первый слой у нас цветочка готов. Придаем ему форму. Он у нас такой пышненький, объемненький и очень напоминает гвоздику. Такую серединку можно использовать как и маленькие индивидуальные цветочки. Это по вашему усмотрению. Сам цветок у меня был с более светлой серединкой, а я решила связать второй с более контрастной.